Об меня фактически клиент находит решение своих вопросов. Как перейти из найма в свой бизнес? Удачного момента не существует. Как в этом случае? Как быть? Работать, работать и работать. Поскольку сейчас тренды меняются так быстро, ты просто, я не знаю, проснулся и уже все, уже не в тренде. Но если вы хотите открыть бизнес, но при этом вы думаете об этом лет 5 последние, лежа на диване, то вот на этой части можно идти к коучу. И я должна была вывозить Светлану из Беларуси в Литву. Я ожидала, что нашу машину взорвут. Страх — это подсвечивает зоны роста. Тиндер, Баду и все, что с этим связано. Мне было просто безумно интересно вообще, как это все происходит. И да, более сотни свиданий с разными вообще историями. Это, конечно, мощно. Чем дольше мы тянем, тем хуже всей команде. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Карина Будинская, психолог, ментор, коуч. Привет, Карина. Привет, Маш. Привет. Слушай, очень рада тебя видеть. Ты у нас была на мероприятии женского клуба в Варшаве. Да. Мы с тобой познакомились. Я заценила твой профессионализм и очень рада, что ты пришла Спасибо. к нам в студию. Ты из Беларуси? Да. Как давно ты переехала и какой путь здесь, в Варшаве, ты прошла? Я переехала сюда официально уже в 2017 году. Официально, потому что до этого часто переезжала надолго по работе. И это была релокация в компании, в которой я работала на тот момент. Когда я приехала сюда, я, получается, уже приехала на новую позицию. Уже у меня была большая, еще большая команда. И в какой-то момент я поняла, что я хочу расти дальше. И мне нужно выходить на свой путь. Ты училась? Да, конечно, я продолжаю учиться. Эта профессия предполагает, что ты перманентно учишься. То есть, работая коучем, ты постоянно учишься, постоянно у тебя супервизия. То есть ты должен быть чистым листом для своего клиента. Иначе получается, что я как бы через призму своей жизни или своих каких-то проблем вижу клиента. Так быть не должно. То есть об меня фактически клиент находит решение своих вопросов. Вот тот момент, где ты сейчас, да, ты прошла вот этот путь эмиграции, своей развития, да, как личности, как профессионала. И у меня всегда такой вопрос: зависит ли обстановка, вот атмосфера в твоей семье от того пути, который ты идешь? Если говорить лично о моей истории, то да. Да, я очень многих наблюдаю, даже сейчас в индивидуальной практике, конечно, очень много зависит от атмосферы в семье, от той поддержки, которую она оказывает, от того, что они тебе могут дать, да, то есть вот эту благодарность, восхищение, уважение, смелость, подчеркивание вот этих вот качеств. Конечно, самые близкие люди, ты все равно на них ориентируешься. Для меня конкретно это важно. Мне понравилось, как ты рассказывала на нашей женской встрече, как ты маме давала установку, как тебе хвалить. Да, так есть. И я искренне верю, что это... Я не то, что верю, я вижу, что это помогает, и я готова поделиться этим. Давай, расскажи. Да, это совершенно нормальная тема, когда я знаю, как мне нужно дать обратную связь или как мне нужно похвалить. Да? То есть, и, конечно, когда я, например, говорю родителям или друзьям, похвалите меня, пожалуйста, каждый хочет это сделать по-своему, так, как он умеет. Но это не совсем то, что нужно мне. Поэтому мы, собственно, договорились, что я дала конкретную инструкцию, что мне важно, чтобы я услышала вот конкретные слова вот в такой вот версии. Да, то есть обычно у людей это вызывает у кого-то смех, да, то есть что типа да камон, мама по инструкции дает обратную связь. На самом деле не совсем-то по инструкции, да, то есть моя мама очень благодарна мне за это, да, поскольку теперь у нас совершенно другой уровень контакта. Да, то есть, может быть, поначалу это выглядело где-то немножко скомканно, странно, но сейчас это настолько искренне, она может говорить это своими словами, и все будет принято с моей стороны вообще на 150%, и это очень мотивирует. Не, подожди, как она должна сказать? Ой, доченька, ты такая молодец, я тобой так горжусь? Или как она сказала, ты молодец в этом? Или нет, что? совершенно. Что за инструкция? Конкретно в моем случае она просто мне может сказать, что я в тебя верю, у тебя все получится, мы тебя любим просто за то, что ты есть.
Вот это в любой версии, вот это вот можно сказать. И это то, что меня реально мотивирует, и то, что я хочу слышать от своих родителей. И тут важный очень момент. Если ты что-то хочешь слышать, то ты можешь сказать об этом человеку. Да? Пусть это будут родители, это будет партнер, это будет коллега или твой руководитель. Скажи ему так, как ты бы хотел, чтобы это выглядело. И многие вопросы решаются сразу. Но вот эта фраза, что я люблю тебя, верю, неважно, получается или не получается, Да. я все равно тебя люблю, это важно каждому ребенку, каждому человеку. Абсолютно. слышать. Это абсолютно. Я хочу услышать от тебя вот какие-то инструкции, как Так. перейти из найма в свой бизнес. Это люди очень годами на это решаются. Многие хотят открыть свой бизнес. И есть еще такая статистика, что только 2% населения в мире могут открыть свой бизнес, да? Многие мечтают об этом всю жизнь, кто не решаются на эти шаги. Вот как вот все-таки понять, ты в этих 2%, да, ты можешь это сделать, и можешь, и как решиться на это? Ой, спасибо за вопрос. Вообще очень рада, что у меня есть возможность на него ответить на большую аудиторию, поскольку я заметила, что у большинства людей очень такой вот пунктик, им хочется быть в какой-то статистике, к чему-то подтягивают себя к каким-то цифровым показателям и так далее. Да? То есть я на самом деле убеждена в том, что эти 2% это люди, которые не просто могут создавать бизнес, они хотят его создавать, и они готовы брать за это ответственность. И я ничего не могу сказать про 98%, да, потому что это, какая интересная цифра, 98%, но тем не менее, да, то есть это люди, скорее всего, которые сомневаются, как ты сказала, да, то есть годами думают и, господи, а сделать же мне бизнес или не сделать, а что я могу сделать и так далее. Опять же, это вопрос ответственности и результата от принятого решения. Когда ты понимаешь, что если ты будешь успешным, то тебе нужно что-то делать с этим успехом, потому что успех предполагает и контакты, и нетворкинг, и работу 24/7, и умение управлять деньгами, командой, финансами, и все, что с этим связано. И, соответственно, и обратная сторона, когда ты провалился, условно говоря, нет тех ожиданий, которые ты предполагал, да, что хотел бы получить, но не получилось. И, соответственно, это тоже нужно признавать и брать за это ответственность, да, что тогда окей, значит, мне нужно искать другие варианты. Удачного момента не существует. Он только здесь и сейчас. То есть вот моя позиция по жизни. Либо я делаю это сейчас, либо я не делаю, и значит, меня это не вдохновляет. Поэтому выход из найма был очень спланированным. Да, то есть я приняла решение, что я выхожу, и, значит, соответственно, я села и посчитала, сколько денег мне нужно, какие мои будут шаги, какие контакты мне нужны, в какую сторону мне нужно развиваться. То есть это очень такой холодный расчет, идешь и делаешь. Многие годами работают в найме и совмещают еще со своим бизнесом. Да. Как ты вот на эту историю смотришь? У И меня потом был еще такой опыт. не решаются из найма уйти, когда даже уже зарабатывают нормально, и им как бы хватает на жизнь, на все, что они хотят, но они все равно продолжают. У меня, кстати, была такая история. Да, интересно. На самом деле у меня было полгода, у меня был такой период совмещения. К сожалению, конкретно в профессии коучинга, да, то есть именно все, что касается вот работы с людьми, консультированием, не получается совмещать, поскольку у меня конкретно не получилось, давайте вот лично про меня, да. История о том, что я, когда работаю, неважно где, в найме, в бизнесе, в проекте, там, с кем-то, если я работаю, значит, я работаю, я выкладываюсь на 100%. И когда я после основной работы приходила домой и понимала, что так, мне еще нужно сторис, мне еще 3 консультации провести, у меня еще обучение и так далее, я просто понимала, что через 3-4 месяца я выдыхаюсь, и качество стало хуже, да, то есть моей работы. Я понимала, что я чаще хожу к супервизору, то есть у меня появляются одни и те же вопросы, то есть я теряю фокус внимания, и это отражалось на моей квалификации, да, то есть мне это, соответственно, не нравилось, поэтому пришлось принимать решение либо туда, либо туда. Конечно, если профессия предполагает, и это не напрягает никого, то есть с точки зрения работы, да, то есть и качества, вообще, пожалуйста, можно совмещать и прекрасно себя при этом чувствовать. Мне понравился очень классный комментарий моего супервизора, что не стоит выходить из найма, пока ты не можешь своей новой профессией
покрыть свои расходы в такой мере, в которой они у тебя есть на данный момент. У многих людей, когда они уходят из найма в свой бизнес, бывает, что какие-то сложности возникают в бизнесе, нету дохода, там форс-мажоры какие-то и так далее, и просто начинается такая депрессуха, ты лежишь, не можешь там встать с кровати, и уже думаешь, вернуться бы назад на эту работу. Вот как в этом случае, как быть? Смотри, во-первых, нужно понять первый этап. Точно ли с тобой все на физическом уровне в порядке? Потому что бывает история, когда человек настолько выдохся, что ему реально надо полежать. Вот реально, тебе нужно полежать 2 дня на кровати, и тебе этого будет окей. Второй момент, когда ты понимаешь, что у тебя уже нет сил, да, то есть вот в моем случае, я всегда вспоминала и старалась фокусироваться на своей цели, к которой я иду. Что я хочу быть свободной, я хочу работать удаленно из тех мест, которые мне нравятся. Я хочу, соответственно, покрывать сама свои расходники, быть независимой от мнений, настроений, политики в компании там, и так далее, и так далее. То есть мне хочется быть законодателем такой формы, а не следовать ей, скажем так. Соответственно, здесь уже ты фокусируешься на этой цели, понимаешь, так, что у меня есть вообще для этого, да, то есть я себя, на самом деле, очень важный такой, тоже такой лайфхак для всех, кто будет смотреть, какой у вас внутренний диалог происходит. Да, то есть, когда вы начинаете себя, да господи, да поднимись ты уже с кровати, что ты тут разлеглась там и так далее, да, то есть вот это, знаешь, такая, вызывает чаще всего напряжение, стресс, да, то есть, что ты на каком-то таком негативном состоянии начинаешь свой день. У меня это с другой вообще точки работало, да, то есть он говорит, так, ну что, надо полежать сегодня, ну хорошо, вот сегодня я полежу, а завтра что я буду делать? Ну вот завтра уже надо, наверное, в творчество выходить. И вот понимаешь, то есть у меня формат диалога с собой нормальные переговоры. Да, то есть взаимовыгодные отношения, да, то есть и это очень важно, потому что когда мы начинаем себя внутри корить, да, то есть вот винить себя за что-то, что ты там полежал лишний час там и так далее, стыдно становится, это ни к чему хорошему не приводит, потому что вот этих всех эмоций нам хватает извне, к сожалению. А себя мы перестаем ценить. Но на самом деле, когда ты запускаешь свой бизнес, бывает порой это вообще 7 дней в неделю без выходных. И абсолютно. А потом в какой-то момент щелк, и все, и вырубает. Да, кстати, здесь очень важно понимать, что я не знаю, может быть, есть какие-то такие идеи, точнее, даже они наверняка существуют, стартапы, которые выстреливают, там, знаешь, вот сегодня запустили, а завтра все, там, миллионы инвестиций, все классно. Например, конкретно в моей деятельности это история про 3-6 месяцев для хорошего вообще раскручивания, да, то есть нужно понимать, что тебе нужно будет вкладываться регулярно, работать. То есть это не так, что ты там с 5 до 7 я сегодня поработаю, ну и как бы дальше у меня 2 дня выходных. Нет, ты осознанно понимаешь, что у тебя 24/7, то есть ты работаешь со своей речью, ты работаешь над своим профессионализмом, ты постоянно где-то в каких-то проектах, рекламах там и так далее. То есть это постоянная работа, и, на мой взгляд, секрет успеха, чтобы не выгореть в этой всей части, да, это когда ты делаешь это с точки зрения, что тебе это нравится. Когда мы, например, с сестрой начинали дизайн-студию открывать, и я, и она, мы вот 24/7, вплоть до того, что реально 24, потому что ты ложишься спать, и тебе снится это. Я прекрасно тебя понимаю. Уставали, просто ужасно уставали, с ног валились, но мы кайфовали от этого. И тогда, наверное, стоит задуматься, если вот тебя вырубает, ты в бизнес какой-то идешь, да, и тебя вырубает, у тебя нету сил, ну, значит, это не то, чем ты хочешь заниматься. Это как минимум, знаешь, звоночек, чтобы проверить на истинность твою цель. Да? То есть, а точно ли это то, чего я хочу? А точно ли это цель, которая моя, а не выдуманная из окружения, от родителей или еще от кого-либо? Просто даже задать себе, а это то, чем я хочу заниматься через 10 лет? Или просто представить, а кем я буду или каким я буду через 10 или 15 лет? И насколько ты можешь сказать, что вот да, я двигаюсь по этому пути, да, я туда иду, и это то, чего я хочу.
Мне кажется, люди разные, и судя вот я по себе, могу сказать, что там, например, 15 лет назад я одним бизнесом занималась, у меня был отклик, мне прям хотелось, я все силы вкладывала, через там год-два открывается новая ниша, которая мне интересна, и я туда ухожу с головой, и тот бизнес, который я начинала 2 года назад, я могу вообще полностью забросить и начинать вот следующее развивать. И у меня вот так вот постоянно. И, то есть, и мне кажется, это нормально тоже. Абсолютно. Да? Смотри, все, что нормально для тебя, есть нормально. То есть вот это, вот, знаешь, очень часто такое, даже в индивидуальной практике, вопрос: Карин, так это правильно? Что такое правильно? Скажите мне, что такое правильно? Это какая-то странная установка, да, то есть правильно, неправильно решать только вам, да, то есть насколько для вас это комфортно. Поэтому, если тебе нравится, то есть поработала здесь, классно получилось, получила удовольствие, все, здесь для тебя закрылись какие-то источники, например, да, то есть твоего вдохновения там, и так далее, ты нашла это в другом. Класс, супер, вперед, я только за это. Причем, что я сейчас даже вижу, что важные такие качества у человека сейчас вот в бизнесе, это вот развитие дисциплины своей собственной, да, когда ты идешь, ну, ты четко понимаешь, что ты идешь к какой-то цели. И второй момент — это вот гибкость, такая эластичность, поскольку сейчас тренды меняются так быстро, ты просто, не знаю, проснулся, и уже все, уже не в тренде, уже нужно что-то смотреть, что-то другое, и это нормально. То есть смысл в том, что когда мы гибкие, мы можем реально быстрее схватывать вот эти нововведения и внедрять их и пробовать. Я человек действия, я всегда все пробую. То есть вот у меня, знаешь, вот от решения до действия очень маленький путь. Коучинг, да? Всегда, ну, не совсем понятно, что это. Зачем к тебе идти? Я, например, хочу открыть бизнес, иду к тебе, чтобы что? Или тут не про бизнес вообще? Ты знаешь, коучинг — это инструмент. Я так скажу, что для начала, да, я с ним познакомилась очень много лет назад, вообще просто поверхностно, и мне казалось, что эта история, ну, обязательная для всех, кто в бизнесе, и те, кто менеджеры, у кого команда, потому что это определенный инструмент работы. И когда я пошла уже учиться 2 года назад, заниматься этим профессионально, я поняла, насколько глубокий это инструмент, когда ты работаешь, как мне вот сказала вчера моя девочка, клиентка, что коучинг — это огранка алмаза. То есть когда коуч тебя помогает тебе развить твои качества, чтобы ты смог лететь и расправлять крылья. И, собственно, возвращаясь к вопросу про бизнес, что вот я открываю бизнес, зачем мне идти к коучу? Ну, если ты открываешь бизнес, у тебя нет никаких вопросов, ты не ищешь оправданий, почему ты что-то не делаешь, не ищешь помещения, не ищешь людей, не пытаешься делегировать. То есть если этих вопросов нет, то, собственно, и коуч тебе не нужен. Ты, может быть, сама себе коуч, да, и прекрасно можешь себя слышать и слушать. Но если вы хотите открыть бизнес, но при этом вы думаете об этом лет 5 последние, лежа на диване, но вы все по-прежнему хотите открыть бизнес, и вы понимаете, так, что-то не то, что-то у меня не складывается. Вот на этой части можно идти к коучу. Потому что через неудобные вопросы, я обожаю неудобные вопросы, очень неудобные вопросы, человек просто вынужден копаться, начинать смотреть вглубь, внутрь, а что же мне действительно мешает. Сейчас коучем называют себя там каждый третий в Инстаграм, я могу сказать. Так вот, как найти реально профессионального коуча, а не инфо-цыганщина, которая вот сейчас очень развита, да? Да, спасибо, очень крутой вопрос. На самом деле поддерживаю его полностью, поскольку мне кажется, что здесь немножко смещение понятий с английского языка. Коуч, да, то есть коуч-коуч. Чтобы проверить и найти нужного профессионального человека, всегда можно у предполагаемого коуча, да, то есть спросить, какая у вас сертификация. Да, то есть можно ли посмотреть ваш сертификат, как правило, это в Инстаграме, если это в Инстаграме, например, всегда есть эти документы, и посмотреть, к какой федерации, например, относится коуч, или какую школу он закончил, сколько у него часов, какой опыт, какие кейсы. Важный момент, поскольку действительно ты здесь очень права,
можно просто называть себя коучем, да, то есть лайф-коуч, вот это вот тоже тема, что я прожила столько лет и могу всех здесь обучить, это тоже коуч, да, то есть здесь нет противоречия. Но если мы говорим про профессионального бизнес-коуча, здесь должна быть сертификация, и, соответственно, по нее можно спросить. Но сертификация тоже показатель? Во многих случаях да, поскольку там ты не можешь, например, получить эту сертификацию, не подтвердив свои часы и не дав сессию на конкретную проверку, да, то есть когда тебя проверяют независимые асессоры, и, соответственно, они дают твое окей, да, у тебя есть профессиональные навыки, насколько ты проявляешь все компетенции, которые сейчас заявлены, или не проявляешь, да, потому что вполне себе тебе могут сказать, ну нет, у тебя нет сейчас сертификата, ты сейчас не подходишь. Я подготовила вопросы, да? Так. Их тут там или 10, или 11. Я хочу, чтобы и ты, и я вытянули по вопросу. Возможно, Давай. Они будут не касаться нашей сегодняшней темы, но как бы там не будет ничего про математику. Про математику не будет. Потому что я гуманитарий, если что. Вытягивай сначала ты. И я, и ты, мы вместе будем отвечать. Хорошо. Какой красивый конверт. Да. Очень, очень симпатично. О, боже. Ну, я просто свой вопрос прочитала. Ну, что, ты первая? Давай. Вспомни свое первое публичное выступление, как оно прошло. Ой, я помню свое первое публичное выступление. Если я сейчас не заплачу, это будет прям хорошо. Первое публичное выступление у меня было, боже мой, это был 2018 год. По-моему, это был 2018 год. Это было на аудиторию в 800 человек в нашей компании. И мне нужно было, как новому руководителю, представить результаты проекта на аудиторию 800 человек с микрофоном. И там была еще сцена с трибуной. Я вот сейчас говорю, я прям вспоминаю свои ощущения. Это было очень сложно для меня, и сейчас может показаться, насколько я свободно себя чувствую, да, то есть и я действительно себя сейчас так чувствую, да, но тогда мне пришлось работать с моим ментором около 3 месяцев, чтобы просто подготовиться к этому выступлению. И я прекрасно помню, как я шла к сцене и как я выходила, но я ничего не помню, что происходило на сцене, то есть у меня настолько была отработана речь, отработано все, что у меня даже голос не дрожал на уровне вот таком вот моральном. Я просто четко понимала, что мне нужно сейчас отработать и выйти со сцены. Это все, что я помню. Но ты вообще говорила, что ты как-то не могла выступать публично, да, как бы боялась, вот этот страх был несколько лет назад, и потом через этот страх ты прям как вызов его, да? Абсолютно. Принимала и шла. Я убеждена в том, что страх это подсвечивает зоны роста. Вот любая негативная эмоция нам подсвечивает, куда можно расти. Поэтому, когда мне было страшно, я готовилась, я уже тогда понимала, что так. А может быть, я когда-нибудь на TED Talks буду выступать вообще-то. Ну, как бы пора работать над собой уже. Для тех, кто вот просто, знаешь, кто боится выступать, ребята, идем и выступаем. Начинаем с самого маленького, выступаем для себя и потом для всех остальных. Вспомни страшный случай из твоей профессиональной деятельности. Я сразу подумала о других, много всяких вообще страшных случаев было, ну, таких менее страшных, чем этот. Часть моей профессиональной деятельности я была руководителем предвыборной кампании Светланы Тихановской. И все прекрасно понимают, что такое в режиме Лукашенко быть руководителем предвыборной кампании оппозиционного кандидата. И вот этот страшный случай моей профессиональной деятельности, когда меня задержали, потом освободили, и я должна была вывозить Светлану из Беларуси в Литву. И вот в этой машине, в которой я ехала за рулем, привезли моих детей, посадили перед границей, и я ожидала, что нашу машину взорвут. Вот когда... И вот эта дорога, и я понимала, что вот это может случиться, это был самый-самый страшный случай вообще в моей жизни. И вот
более страшного никакого события в моей жизни не было. И вот этот кусочек времени, пока мои дети со мной находились в машине, и пока мы переехали эту границу, это был для меня какой-то просто адский ад. Мне сердце выпрыгивало просто, я думала, ну быстрее бы, ну быстрее бы, ну быстрее бы. И когда я уже увидела на той стороне, муж встречал, я только его обняла и быстрее доставай детей из машины. Ну вот такой вот был случай. Просто сейчас моя история про выступление кажется мне, в смысле ты боялась на сцене стоять? На самом деле твоя история, конечно, очень впечатляет. Очень впечатляет. Мне просто вдруг захотелось вот так вот спросить, а как вообще себя чувствуешь, когда вспоминаешь об этом? Ну вот всегда плохо чувствую, да. И уже в последнее время обещала об этом вообще не вспоминать и не говорить на камеру, потому что уже как бы пережила, прожила, уже хочется забыть и отпустить, но никак не отпускает. Вот смотри, твоя цитата. Ваше окружение, ваши отношения, ваше настроение – это все ваша личная ответственность. Да. Ни мамы и папы, жены или мужья, ни друзей, ни коллег, а только ваше личное. Только вы решаете, кто вас окружает, с кем вы проводите время, кто вас поддерживает или, наоборот, тянет в болото. Да, полностью и снова подпишусь под этими словами. И снова подпишусь под ними. Так вот, как создать такое окружение, которое не тянет в болото? Ну, во-первых, понять, кто ты для себя сам. Да? То есть, кто ты для себя. То есть пока ты будешь себя, там, условно говоря, жалеть бесконечно, да, то есть пытаться говорить всем, что ты пытаешься найти выход, но при этом ты просто это говоришь и ничего не делаешь, то есть ничего не меняется, да, то есть понять, кто ты. То есть я хочу чего? Я хочу для себя, например, да, в жизни, чтобы меня окружали люди, которые меня вдохновляют, за которыми мне хотелось бы тянуться, да, с которыми мне интересно общаться, которые поддерживают меня, да, то есть это совершенно нормальная история, которым нам просто кайфово вместе, да, то есть вот просто получаем удовольствие от того, что мы вместе можем обсуждать книги, обсуждать какие-то события, и нам классно. И понимаешь, тут вот есть такая вот загвоздка, да, не всегда наше окружение остается таким, когда мы уже начинаем расти. Да, то есть ты начинаешь менять, например, ты переехала, да, то есть само собой у тебя поменялось окружение, да, то есть явно, что они вместе с тобой все не поехали. Как ты будешь выбирать людей, которые будут рядом с тобой? На основании чего? Ну, наверное, душевный какой-то отклик, интересы общие. Если это по бизнесу, то, возможно, это, ну, если я занимаюсь бизнесом, то мне будут интересны люди, которые тоже занимаются здесь бизнесом, к примеру. Да, вот смотри, у нас общие интересы. Вот смотри, у тебя подход, ну, фактически, я буду выбирать, да, то есть выбирать, кто меня будет окружать. Но чаще всего в жизни, к сожалению, люди выбирают стратегию, будут те, кто есть, кто попался. Вот это вот мне история, да, тоже нравится. Почему этот человек с тобой? Ну, вот как-то так получилось. В смысле, как-то так получилось? То есть ты вообще не фильтруешь, почему с тобой человек, который постоянно тебя гнобит, постоянно тебе говорит о том, что ты никчемный, ты вообще куда ты лезешь, что у тебя там за бизнес. И что самое удивительное, что люди еще женятся и замуж выходят за таких людей. Но здесь про окружение очень важно, кого вы допускаете в свой круг, да, свой близкий круг и свой, соответственно, следующий круг, да, то есть вашего знакомства, например, знакомых. По поводу окружения и знакомства Карина предлагала тему рассказать о том, какие есть платформы для знакомств, да, и если вам интересна эта тема, напишите в комментариях, мы сделаем такой выпуск. Да, давай сразу поясню, почему. У меня было исследование, просто мне было очень интересно вся вот эта тема, поскольку мой первый брак был, опять же, тоже это было очень, 10 лет назад, тогда еще не было таких распространенных платформ, все было гораздо проще. И, соответственно, мы тоже с мужем так познакомились. И
Потом я просто, когда приехала уже сюда, мне стало интересно, поскольку это набирало здесь большие обороты. Вот Тиндер, Баду и все, что с этим связано. Мне было просто безумно интересно вообще, как это все происходит. И да, более сотни свиданий с разными вообще историями. Это, конечно, мощно. То есть ты можешь вообще экспертное мнение высказать, как оформлять страницу, как общаться, как соглашаться на свидание. У меня есть такие истории, когда ко мне девочки приходят и говорят, что типа: Карина, помоги, расскажи, как вообще вот на первое свидание пойти там, и так далее, и так далее. Причем, что этот запрос, он приходит чуть позже, уже когда мы в коучинге, например, с человеком работаем, например, на развитие уверенности, да, и девочка приходит и говорит, что слушай, я вот там на свидание собираюсь, вот и так далее, и так далее. Мы уже выходим из коучингового процесса, потому что я не имею права давать советы, когда я работаю как коуч. И, соответственно, просто как в менторинге, да, то есть я уже рассказываю, на что стоит обратить, например, внимание, чтобы не вляпаться ни в какую странную историю. Ну и, кстати говоря, это не только девочек касается, но и мальчиков тоже. Да, то есть... Так что мы ждем. Если у вас есть такой запрос, пожалуйста. Вообще без проблем. А еще подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши выпуски. Очень интересные. Карина, да. Окружение еще в коллективе тоже, вот, да, ты говоришь, вокруг себя нужно выбирать человека, людей, с кем ты общаешься, да, но когда ты руководитель, когда ты создаешь команду, и бывает очень классный профессионал, но он такой, который там наводит какие-то интриги, расследования, скандалы какие-то возникают, да, и вот как с этим быть? Вот он вроде бы и профессионал хороший. А кому быть? В качестве кого? В качестве руководителя. То есть руководитель понимает, что он интриги, скандалы, расследования, да, и у него что-то не складывается с окружением. Нет, я имею в виду окружение в коллективе, да. Ну, ты выстроил коллектив, он работает, у тебя все работают профессионалы, но тут выясняется, что у тебя вот постоянно сплетни, склоки какие-то в коллективе, и ты понимаешь, что это делает один человек. И если его убрать из коллектива, то, в принципе, все будут хорошо дальше работать. Ну, вот как в этом случае, но он ценный как сотрудник. Окей, понятно вопрос, поняла. Всегда есть, знаешь, вот... сомнения, господи, он же нам деньги зарабатывает, но при этом... У меня тоже был такой кейс, собственно, у меня тоже очень много интересных кейсов с точки зрения вот руководителя, лидера. Я так скажу, что я тянула 4 месяца, и это была главная ошибка. Поскольку мне надо было сразу распрощаться с таким сотрудником и решить этот вопрос, а не тянуть и не давать вот этот бесконечный «давай шанс, давай еще поговорим». То есть определяем срок, вот есть месяц, если ничего не меняется, ну, расходимся. Поскольку чем дольше мы тянем, тем хуже всей команде. Все-таки один человек, ну, условно говоря, предположим, зарабатывает для компании там 10 тысяч, да, а команда зарабатывает 100 тысяч. И, собственно, перекрыть вот эту разницу команда сможет буквально там в какие-то определенные, там, не знаю, короткие сроки. Но рисков значительно меньше, что я потеряю всю команду. Поэтому здесь нужно всегда смотреть на перспективу, на масштаб, насколько этот человек влияет на команду. И я за то, чтобы первый вариант дать, условно, в моем понимании, месяца более чем достаточно, чтобы посмотреть, поменяется человек или нет. Ну и, соответственно, уже дальше принимать решение. Я тоже такого же мнения и проверено на опыте уже. Абсолютно. Потом просто становится в коллективе просто идиллия, все работают, никого не интересует, там, что у тебя там какие-то подковерные игры не разыгрываются и так далее. Но это на самом деле работает. Это так и есть. Очень жаль, что мы очень, как руководители, долго вот это решение принимаем, как правило. Знаешь, мне кажется, что это не только, вот кто-то бы сказал, что типа это опыта недостаточно и так далее. Мне кажется, что это не только история про опыт, а еще вот такой внутренний стержень тебя как руководителя, когда ты понимаешь, что, во-первых, уйдет человек, тебе надо будет перераспределить работу, значит, закрыть вот эту потребность, научить нового человека. То есть это вот очередная забота, обязанность, время. И когда ты сам в себе уверен, как руководитель и лидер, что тебя поддержит команда, что ты не останешься один, да, что ты, в принципе, способен дальше идти развиваться, то решение принимается уже значительно быстрее. Поэтому здесь и работа над собой, и опыт, оно как бы очень хорошо между собой связано. На это нужно смотреть. Спасибо, Карина. Я думаю, что у вас, наверное, будет много вопросов
которые вы хотите задать Карине, и под видео в комментариях вы можете оставлять свои вопросы. И подписывайтесь на Карину Инстаграм, очень интересно, она там такие разборы сказок делает. И вообще прямые эфиры великолепны. Если посмотреть все прямые эфиры Карины, то, мне кажется, уже можно профессионализма набраться от и до и понять какие-то свои моментики, закрыть. На самом деле, я здесь, знаешь, вот, когда ты мне сегодня сказала, что такое в Инстаграме одна экспертность, да, то есть, зная вот этот момент, но мне всегда очень хочется дать действительно важную, четкую, полезную информацию. Я не люблю разводить вот это вот все на 35 тысяч сторис там или еще что-то. Конкретно, четко научились, пошли и делаем. И когда уже делаем, мы видим, что что-то не работает. И вот с этим можно конкретно где-то точечно проработать. Тогда значительно быстрее и эффективнее получается, чем вот это вот все раскладывание по полочкам. Как-то так. Спасибо, Карина. Спасибо тебе большое.